Почти каждый день я выхожу на прогулку со своей собакой в небольшой лес недалеко от дома. Эти прогулки давно стали для нас с питомцем привычным ритуалом. Свежий воздух, спокойствие природы, возможность побыть наедине с мыслями. В тот день все начиналось, как обычно. Погода стояла пасмурная, ветер лениво раскачивал верхушки деревьев, а под ногами похрустывали опавшие листья. Пройдя немного дальше, чем обычно, я заметил на земле кусок мешковины. Его раньше здесь не было, и это сразу привлекло мое внимание. Меня насторожило и то, что ткань слегка шевелилась, хотя ветра в тот момент почти не было. Я подошел ближе, наклонился и, осторожно приподняв мешковину, увидел нечто, от чего внутри все жалось. Под тряпкой лежали два щенка. Они были привязаны к дереву веревками, которые не позволяли им даже пошевелиться. Малыши прижимались друг к другу, дрожали и тихо поскуливали, словно уже не надеялись, что кто-то их найдет и спасет. Их шерстка была мокрой и грязной, глаза смотрели с мольбой, а лапки слегка подергивались от холода. Я не мог понять, кто и зачем мог так жестоко поступить с этими крохами. Если уж решили избавиться от щенков, почему нельзя было хотя бы оставить их в людном месте, где их могли бы подобрать добрые люди, но вместо этого их просто оставили в лесу, связали, не дав ни шанса на выживание. Я быстро отвязал малышей, взял их на руки и почувствовал, насколько они озябли и ослабли. Щенки не сопротивлялись, только жалобно прижимались ко мне, будто уже смирились со своей судьбой. Один из них попытался лизнуть мою руку, и этот крошечный жест доверия тронул меня до глубины души. Оба щенка оказались девочками, милыми, ласковыми, доверчивыми. Я завернул их в свою куртку, чтобы они хоть немного согрелись, и поспешил домой. Там их ждали тепло, еда и забота, которых им так не хватало. Я понимал, что оставить их у себя навсегда не смогу, но знал одно: сделаю все возможное, чтобы найти им хороший дом. Ведь после такого предательства со стороны людей они заслуживали только лучшего.